Всем привет и добро пожаловать на канал Павел Саныч. А сегодня у нас новый ролик про мой 3D принтер, который у меня сломался. Естественно, мы его починим, но уже в самом конце. А сейчас я покажу, что я смоделировал и что в принципе я в нем улучшил, и не только в нем. Так что присаживайтесь поудобней и поехали. Итак, продолжаем издеваться над нашим Bambu Lab A1. Кому что интересно, внизу будут тайм-коды, переходите. В прошлом ролике про мой 3D принтер, вот этот вот, мы с вами сделали сушку и AMS своими руками, а сам видос вы можете посмотреть тут или по ссылке в описании. Сегодня мы продолжим улучшение нашего принтера в виде самого корпуса и в принципе не только, чтобы можно было печатать тем же ABS и прочими материалами. А для корпуса нам опять же понадобится вот такой вот вентилятор и терморегулятор внутри, чтобы можно было поддерживать нужную нам температуру. Ну и также сам DSP, который был у меня в гараже. И вот такой вот целый шкаф у нас получился, в котором сейчас печатается последняя деталь к моему проекту из ABS с карбоновым волокном. А переместились мы в комнату, потому что вот эта вот бандура весит около 30-40 килограмм, и переместить ее в студию, скажем так, немножечко проблематично. Корпус, как и сушилка, были выполнены из DSP толщиной 20 мм. Также была разработана полностью лицевая часть самого корпуса, также и лицевая часть самой дверцы. Петли я нашел на Make It World и полностью переделал их под свои нужды, чтобы оно выдержало вес этой двери. Она все-таки нифига не легкая. Также тут у меня есть защелки, которые закрывают эту дверь. Защелки я не менял, а вот сами петли полностью были переделаны. И сейчас вы на своих экранах видите, как они выглядели до и как они выглядят сейчас. Если кому-нибудь нужен будет STL файл, я его с легкостью предоставлю в своем телеграм-канале. Так что пишите. Не стесняйтесь. А сама дверца открывается на 270 градусов, и это реально кайф, потому что не каждый принтер закрытого типа может так открываться. Сейчас я этого делать не буду, потому что у меня стоит печать, но вы на подсъемах уже можете видеть, я сделаю, а точнее для вас я уже сделал, как открывается эта дверца, и вы можете убедиться, что это реально удобно. Сейчас градусник внутри у нас показывает 39,3 градуса, это хорошо для того же ABS, но в принципе немножечко жарковато для нашего PEG или PLA. Начинают загибаться края, и оно все отстает. Да, конечно, это можно решить системой обдува самого вот этого хотенда, но лучше немножечко перестроить систему вентиляции. Это несложно, у меня все в принципе напечатано. У меня также есть вентилятор на выдув, но это все надо установить, на это надо чуть-чуть больше времени, которое я выделю, наверное, на днях, на неделе, на следующей неделе однозначно выделю, но не сегодня. Для печати закрытой дверцы точно пойдет, хотя дверь на самом деле разрабатывалась не для того, чтобы печатать ABS постоянно, а для того, чтобы просто было немножечко тише. Также вы можете заметить, у меня тут отдельно висит катушка, она на специальном вот таком вот механизме, он вращается, он на пластиковых подшипниках, все это также было взято на Make It World. В данном случае это катушка TPU, и я сделал специально этот вынос только для TPU, потому что BMCU не дружит с TPU. Вообще никак. По крайней мере с 90, может быть с 95 будет нормально, но с 90 не хочет. Я уже в прошлом видосе говорил, что оно закусывает. Также в углу будет разветвитель для трубок TPU. У меня уже есть тройник получается, или двойник, не знаю даже, что будет правильнее в данном случае, чтобы можно было засунуть одну трубку туда и совместить с другой трубкой и в обход этого BMCU. Осталось дождаться фитингов специально для того, чтобы они держали вот эту вот трубку, чтобы не следить за ней постоянно, не мучаться, чтобы оно было достаточно универсально и практично. Ну давайте посмотрим сегодня в завтрашний день для меня и переместимся в студию, где у меня все готово. В шкафу принтер печатал вот этот вот проект из ABS, который сейчас разложен на столе. Это у меня кронштейн для моего ПК. Я разработал его специально для того, чтобы он крепился к столешнице моего подъемного стола, но можно и к обычному в принципе, чтобы он просто не хапал пыль снизу в блок питания. У меня он был на ремнях, а мне надо, чтобы он стоял на жесткой конструкции, и я мог спокойно его снимать, если мне что-то нужно с ним сделать, потому что ремни, хоть это прикольно, но не практично, как оказалось. Сам проект получился даже прикольнее, чем я ожидал. Это была моя самая первая печать из ABS с наполнением, и выглядит она достаточно сочно. В отличие от PEG и PLA, тут не видно всех этих слоев. В принципе, оно получилось как будто бы текстурировано, и мне это, естественно, нравится. Кстати, сам проект во Fusion оказался сильно тяжелый для моей видеокарты, и она не смогла отрендерить быстро какие-то серьезные изменения, сохранение, ну и, в принципе, все остальное.
Приходилось долго ждать, порой даже сворачивать прогу, потому что она зависала просто намертво. Так что я сделал вывод, что работать в 3D моделировании на картах от Radeon, скажем так, не очень интересно, даже с учетом того, что у меня 6900 XT, казалось бы. А сам ABS в этом проекте нужен был для того, чтобы под действием нагрузки, компьютер на секундочку немало весит, около 10 килограмм, со временем не было каких-то растягиваний или, не дай бог, чтобы оно не лопнуло просто-напросто. У меня уже однажды такое было на ремнях, не выдержала вот эта вот защелка, и у меня компьютер просто клюнул мордой вниз. Это было неприятно, но не смертельно. Не хочется, чтобы это снова повторялось. Тут есть ребра жесткости, да, они небольшие, можно было сделать их в количестве меньше, но шире. Ну, я тут художник, я так вижу. Тут есть специальное отверстие для винтов, а также для шайб, где закручивается гайка, чтобы оно все прижималось и было все красиво. Осталось моделировать крышки для них, вы чуть-чуть позже увидите почему, чтобы было все более эстетично. Но на скорость это в принципе не влияет, так что возможно когда-то вы это увидите, но скорее всего в телеге, так что оно никак ни на что не влияет. А внутри вот этих вот всех соединений также в принципе и вот тут вот в этих дырочках есть резьба. Да, она по сути номинальная, но она есть. Просто чтобы зафиксировать это все в жесткую сцепку. Вот эти вот детали у нас это в принципе основа, и оно выполнено у нас из ABS. А вот это у нас можно назвать соединительные палки или планки. Оно выполнено из педжа, потому что оно в принципе никакой нагрузки не несет. Больше как вот эта вот сцепка жесткая, чтобы оно не было у нас жидкое, и одновременно это усилит ее прочность и немного распределит нагрузку. Все это сделано с учетом, что однажды я возьму себе корпус формата ATX, а не M-ATX, как у меня сейчас. Тут эти отверстия специально сделано, чтобы можно было выставить нужную длину и зафиксировать. Это можно сделать на любой из частей, будь то это у нас нижняя, тут у нас, где у нас, это опять нижняя, вот верхняя. Их можно выставлять по разную высоту, фиксировать, чтобы можно было на разные корпуса. В принципе, можно обрезать верхушки на некоторых планках и получить более маленький кронштейн и вставить туда более маленький корпус. Это не помешает, но в дальнейшем мы, может быть, однажды это испробуем, но не сейчас. Не думаю, что это все подойдет для корпусов в стиле аквариумов, в основном для корпусов в стиле mesh. Конечно, если у вас стандартная ширина, то в принципе она подойдет, так что главное, чтобы она была стандартной. Давайте сейчас все это соберем и посмотрим наглядно, как это выглядит.
Вот такой вот кронштейн у меня получился. Собрать его в принципе несложно, но есть один небольшой нюанс. Когда собираешь в первый раз, то остатки поддержек внутри здесь вот не дают засунуть спокойно вот эту вот соединительную планку. По истечению месяца или нескольких я выложу это все на Make It World, чтобы любой человек, который хочет, может себе вот это вот напечатать, если оно ему надо. А саму ссылку я выложу в свою телегу. Так что смотрите, может быть через месяц и протестированный результат уже появится. И если кто-то захочет STL файл сейчас, я также могу его скинуть в свою телегу, но если вдруг он лопнет где-то до того, как пройдет все испытания, вина, если что, будет не на мне. Так что пока что печатать не советую. А сама телега будет где-то вот тут вот на месте этого кронштейна, ну или по ссылке в описании. Я его еще не установил на момент съемки, сами видите, он сейчас прямо передо мной. Также на него еще нужно всякие мякушки сюда добавить, которые у меня в принципе уже есть, обрезанные, это дело 5 минут. Дополнительно сейчас я моделирую запасную поддержку снизу, которая будет цепляться к моему столу, а именно к его ножке, ее обхватывать по бокам, зажиматься, чтобы можно было поддерживать снизу на всякий случай вот этот вот весь кронштейн, чтобы не было давления сугубо на вот эти вот лапки, скажем так. Печатать ABS нет особого смысла, если у вас, конечно же, нет корпуса, потому что для ABS желательно постоянная температура внутри. Может быть, это как-то можно обойтись даже шкафом обычным, закрыть его в шкаф и все будет хорошо. Но более важное, как по мне, это все-таки сопло. При стандартном сопле, который у него, если вы знаете, оно не ржавейка обычная, лучше этим не заниматься, потому что оно просто забьется и еще, не дай бог, испортится, и его можно будет просто выкинуть. У меня вот такое вот закаленное сопло, я его брал на AliExpress, стоит оно в принципе копейки относительно других сопел закаленных для других принтеров, цену на которого вы сейчас можете увидеть у себя на экранах, также ссылочку на сам товар я оставлю у себя в телеграм-канале, чтобы не захламлять YouTube, описание и так далее. Оно у нас разбирается на 3 составляющие. Это у нас радиатор, это у нас вот эта вот подающая, нагревающаяся часть, а также само сопло. В комплекте также у нас было несколько других закаленных сопел, а это у нас от 0.4 заканчивая 0.8. Тоже приятно, и также у нас там инструменты для съема всего этого, но это уже такое в каждом сопле, в каждом, точнее, хотенде оно продается. В чем плюс, конечно, то, что его вы можете полностью разобрать, снять отдельно охлаждение, нагреть, почистить, собрать обратно и забыть, что оно у вас когда-то забивалось. Это продлевает срок службы сопла, и в принципе это очень приятно. Я уже напечатал этим хотендом более 400 часов, а может быть даже более 600 различными пластиками, различные модели. Даже печатал TPU-90 себе чехольчик для своих AirPods. Так что определенно рекомендацион. Также для улучшения я давным-давно купил себе вот такие вот антивибро проставочки, но никак не мог добраться и установить их. Принтер у меня печатал, наверное, месяц, может быть даже и больше, просто нон-стопом. Так что сейчас я установлю их и уже либо на подсъемах, либо чуть-чуть буквально позже на монтаже добавлю, стоит ли тратить на это денег и вообще изменилось ли что-то. И последнее, это моя поломка, о которой я говорил в начале ролика. Она достаточно, в принципе, банальная для БУ принтера с выработкой на секундочку 5500 часов на момент этой самой поломки. И, в принципе, это окей. А сломался вот этот вот нагревательный элемент. Он просто рассыпался, у него сломалось даже крепление для хотенда, так что мне пришлось закупить новое. Не знаю, найду я материалы, когда я его менял или нет, на этот хотенд, как я его менял, тоже разбирал всю голову абсолютно, начиная сзади, заканчивая спереди. Ну, это уже такой отдельный вопрос. Задняя часть, где идут провода, она абсолютно рассыпалась. Спереди, где у меня хотенд, я часто его дергал туда и сюда, потому что менял с 0.2 на 0.4. У меня были другие сопла, не каленые на то время. И я очень часто его дергал, и в результате чего вот это вот алюминиевое ухо, оно просто не выдержало и порвалось. В результате вот эта вот штучка, она уже не закрывала, она уже не могла держать в тот же самый хотенд, в результате чего он провисал, он шоркал по столу, в результате чего полностью портился первый слой деталей, и в принципе печатать таким образом было невозможно. Слава богу, у меня в этот момент уже шел вот этот вот нагревательный элемент. На самом деле я хотел его поменять именно для этого ролика, но я его поменял уже несколько, наверное, 1,5 месяца назад. Так что
Просто говорю, что он у меня вышел из строя, и в принципе это нормально, потому что нагревательный элемент — это расходный материал. Так что опять же заказал вот этот вот нагревательный элемент, который стоит сейчас на моем принтере, на том же AliExpress. Он керамический, пишет, что выдерживает температуры от 1800 до 2200 градусов. Не знаю, как это в принципе реально, но не суть. Цена опять же у вас сейчас будет на экране, ссылочка тоже будет в телеграм-канале. Меня еще прикололо, что в прошлом видео про мой 3D принтер меня спрашивал ссылку на такой нагреватель, именно керамический, и человек из Бразилии. Хотя я в прошлом видео ни словом не обмолвился, что покупал его. Так что я не знаю, откуда он знал, откуда он решил, что я это сделал, но... может быть, он ванга. Поломку можно в принципе приравнять к базовой. Нагревательный элемент — это все же расходный материал. Не знаю, менялся он или нет. Если нет, то это очень даже круто, потому что проработал он на момент того, как он попал ко мне в руки, 5400 часов. И в принципе за это можно отдать респект самому Bambu. Чем мне нравится брать такую технику, как 3D принтеры для обзоров БУ, тем, что сразу понимаешь их надежность. Взять же тот же мой А1, который напечатал уже более 6500 часов, менялось по сути нагревательный элемент и сопло. Это очень даже хорошо, потому что все это стоит в принципе копейки. Могут ли другие этим похвастаться? Я не знаю. Хотелось бы, конечно, проверить, но в то же время раз на раз не приходится, и бывают проблемы даже с достаточно надежной машиной, а именно Bambu A1. А если вы тоже хотите знать, вы можете помочь мне по ссылке внизу, ведь все это делаю сугубо за свой счет и буду в дальнейшем брать на обзоры принтеры тоже за свой счет. Так что если поможете даже 10 рублями, это будет великолепно. Пишите, что вам интересно, и я буду рассматривать эти варианты у себя на рынке. Главное, чтобы это было что-то немного актуальное, потому что рассматривать что-то старее, чем Bambu A1, я не вижу никакого смысла. В общем, продолжение следует. Насчет А1 мне придумать больше нечего, осталось там немножечко по мелочи, но то такое. Делать полноценный ролик нет смысла, разве что какие-то проекты, но не уверен, что вам такое будет по нраву. Но напишите, если вам будет интересно какой-то проект посмотреть, который я соберу, может быть, сделаю, не знаю, есть идейки кое-какие, но нужно ваше одобрение, скажем так. Дальше думаю брать принтер какой-то и сравнивать с тем же нашим А1. В принципе, у меня больше не с чем сравнивать. Так, давайте подведем итоги по кронштейну, которые я не планировал, в принципе, делать, потому что финальный результат вышел немножечко другой по причине того, что у него нет третьей точки опоры, и этот кронштейн немножечко выгибался в сторону, пришлось полностью перемоделировать нижнее крепление и соединительную планку, которую вы сейчас видите у себя на экране. Это нижнее крепление все еще не несет силовой нагрузки, а сейчас еще и стало связующим звеном между нижним креплением и самой конструкцией. Я в нем сделал вот такие вот отверстия, чтобы можно было в случае, если будет другой стол с другой ножкой, которая может быть шире или вдруг даже уже, то крепление сможет двигаться влево или вправо в зависимости от ситуации. Да, теперь нельзя сказать, что это универсальный кронштейн, но большинство подъемных столов с двумя ногами имеют достаточно стандартизированный размер ножки. И даже если сами ножки будут толще, то можно через стандартный слайсер, будь то Bambu или Orca, разрезать саму модель или просто изменить размер по осям и так далее, даже не имея навыков моделирования. Так что для подъемных столов пойдет, а если нет ножки и у вас обычный стол, то мне придется смоделировать более универсальный, хотя, если честно, я вряд ли буду этим заниматься, просто доведу до ума то, что есть, и в принципе на этом все. Я сделаю декоративные уголки чуть позже с закруглениями, чтобы оно выглядело хотя бы немножечко красивше. И пока не поменяю стол на более широкий или просто столешницу, то в принципе так и будет. А еще я обещал поделиться своим мнением по поводу вот этих вот антивибро-проставок, о которых я говорил чуть-чуть ранее. Так вот, супер. Вообще все прекрасно. С закрытым корпусом и этими проставками печать вообще не слышно. Я еще разобрался, как регулировать печать, чтобы она не отставала от стола. И даже рядом с ним, с самим принтером я имею в виду, можно говорить шепотом. Так что я в принципе всем доволен. А если бы не факап в ролике с кронштейном, и он вышел вчера, то я был бы вообще счастлив. Но в принципе, что есть, то есть, правильно? И на этом все. Всем пока.